мы, наверное, одними из первых в мире в наше время. Почему? Мы организовали протокол вот такой вот обследования пациента или там, скажем, лечения его, того же патологического, где принимали участие гинекологи, стоматологи, вертебрологи, травматологи, также подология или подиатрия, как называется. Много непонятных слов. Да, много непонятных слов. То есть совместная проблема человека, его мышечных блоков, его неправильного положения решается в комплексе сразу несколькими специалистами. Не по одному он ходил к одному, потом к другому, потом к третьему. Дело в том, что мышечный стереотип он прописывается переписывается в течение 3 месяцев. Поэтому человек встал в новом стереотипе, прошелся, он уже вернулся в старый стереотип. То есть, что бы ни сделал, как бы хорошо не выполнил свою работу, мануальщик, массажист или там, остеопат или еще кто-то, человек встает на свои 2 ноги и начинает идти в старой памяти. Вот возьмите эндопротезирование. Почему? Эндопротезирование – это искусственный сустав. Например, поставили искусственный сустав. Хирурги, травматологи, они на столе, ортопеды, они выставили все оси, четко поставили, сделали операцию на ура, на отлично. Человек на 2-3 день начинает ходить. Его заставляют ходить для того, чтобы не было проблем после операции, после период. Человек встает на 2 свои ноги, да, на 2 свои стопы, которые остаются в старой памяти. И все равно он в этой старой памяти начинает процессы грубо говоря, расшатывания. Да. Вот если происходит расшатывание протеза, да, то оно происходит именно из-за старой мышечного стереотипа пациента. Потому что в основном эти операции уже делаются очень четко, очень хорошо, они настолько уже на потоке стоят у врачей, что говорить, и протезы настолько совершенны. Да. Есть уже спортивные протезы для молодых людей с гарантией, разрешают прыгать с парашюта, кататься на горных лыжах. Но вот в ортопединституте, насколько я помню, в 2013 году в декабре была конференция, посвященная как раз тому, что после всех металлоостеосинтезов, интрамодулярных остеосинтезов, коррегирующих остеотомии, эндопротезирований, всех пациентов надо ставить на стельки, они считают это стельками, да, на стельки. Стельки-корректоры. Почему? Потому что стопа остается в старой памяти, коленный сустав или тазобедренный, который прооперировали, он уже в новой памяти, да, потому что он уже зафиксирован по-новому, а стопа в старой. Поэтому ставили вопрос о том, что всех пациентов ставить на стельки, то есть на стельки-корректор.